Он мечтает стать старшим следователем, чтобы расплатиться с долгами, которые оставили после себя его родители, и заботиться о младшей сестре. В академии над Такару все издеваются, потому что он использует в качестве оружия только меч. Они считают, что японские мечи устарели и не использовались со времен Великой войны. Его называют помешанным на мечах идиотом из команды неудачников. Хотя это очень обидно, Такару приходится терпеть. Как обычно, он приходит в комнату для собраний. Как только он входит, Такуру видит, что Усаги одета как кролик, а Икруга радостно держит в руках фотоаппарат. Эта сцена настолько привычна, что Такару не может сдержать слез. Усаги подбегает к нему, пинает его, хватает за руку и требует объяснить, почему он плачет, ведь это она должна плакать из-за того, что ее увидели в таком виде. Но как бы Такару не пытался оправдаться, его все равно называют извращенцем. И Круга думает, что если они продадут эти фотографии, то смогут заработать много денег. Затем команда неудачников начинает собрание. Им нужно придумать план, потому что они уже полгода учатся в старшей школе, а их оценки 0. Им нужно улучшить свои оценки, но с Такару, который использует меч, они не смогут выполнить ни одного задания. Крюгер вспоминает, что сегодня вечером будет нелегальная сделка по продаже магического предмета ранга D, который пропал без вести. Если они поймают тех, кто в этом замешан, то заработают немало очков. В этот момент неожиданно входит директор, который знает о плохой репутации команды неудачников. Но несмотря на это, он решает их поддержать. Это девушка по имени Алка, бывший следователь, которая по разным причинам была вынуждена перейти на работу в среднюю школу. Она также приемная дочь директора. После знакомства с ней он уходит, чтобы дать им возможность познакомиться поближе. Такару очень удивлен, что Аука здесь, ведь они когда-то были одноклассниками, но она его не помнит. В ту ночь отряд начинает операцию, о которой упоминал и Круга. На этот раз их целью является собрание сочинений Эндрю Йигера, написанное в первые годы войны, когда началась охота на ведьм. Такару и Алка проникают в здание, а Усаги обеспечивает поддержку на расстоянии. По наблюдениям Усаги, только в одном кабинете на 7-м этаже горит свет, и там находятся 2 человека. Получив эту информацию, Такуру приказывает Зуки обойти здание и ждать его сигнала. Когда все занимают свои позиции, Таку по сигналу врывается в здание, но там только группа бандитов. Оказывается, Усаги перепутал здание и сообщил Таку неверную информацию. Теперь ему приходится противостоять целой армии. Сначала Таку думает, что ему нужно встать на колени и извиниться, но бандиты не геи, и когда они видят, что у него в руках меч, они начинают хохотать. Потому что разве может этот кусок металлолома сравниться с магией и пулями? Такуру приходит в ярость, и ему хочется разрубить этих парней на сотню кусков. И Круга пытается успокоить Таку, но тот слишком зол. Один из них стреляет в Таку, но тот легко рассекает пулю пополам. Следующие несколько пуль тоже не представляют для Таку никакой проблемы. В этот момент раздается голос младшей сестры Таку, который помогает ему прийти в себя. Икура записал это на случай, если этот одержимый сестрами парень выйдет из себя. Такару хочет встать на колени и снова помириться с ним, но вдруг с потолка на них нападает Алка. Она разбивает лампочку и затем одного за другим расправляется с каждым из них. Остался еще один, и Алка говорит ему, чтобы он сдался. Конечно, он не слушает ее. Он использует мгновенную магию, чтобы вызвать боевого робота. Алка говорит Такару, чтобы он спрятался, пока она сама с ним справится. Бой проходит очень односторонне, так как Аука уже навела прицел на суставы робота и легко его обезвредила. Она также схватила контрабандиста. Такару выбегает, чтобы проверить обстановку, но по дороге спотыкается и падает на грудь Алки. Такару говорит, что он предпочитает, чтобы грудь была немного меньше, так как ему не нравятся слишком большие формы. Смущенная Алка собирается оттолкнуть Такару. В этот момент Усаги стреляет в робота с большого расстояния, и кусок металла падает на голову Такару, и он снова теряет сознание, упав на грудь Алки. С того дня Аука стала выполнять задания в одиночку без напарников. Юдзаги была недовольна таким отношением к работе, но она ничего не могла поделать,
когда Аука указывала на слабые стороны каждого. Усаги ужасно стреляла, и Курага хорошо разбирался в технике, но слишком сильно ее модифицировал, например, установил систему автоматического огня на девятиствольный пулемет. Особенно Такару, хотя он и был лидером команды, принимал очень неудачные решения. Алка посоветовала ему отказаться от роли лидера, если он не хочет, чтобы его товарищи по команде напрасно гибли. Сказав это, она отправилась на задание. Такару признал, что Алка была права. Он не подходил на роль лидера команды, но все равно хотел устроить вечеринку в честь ее вступления в отряд. После того, как Авка вернулась с задания, они устроили небольшую вечеринку, чтобы ее поприветствовать, но это только усилило ее неприязнь к отряду. Авка ушла сразу после вечеринки. Таку заметил, что у нее была повреждена рука, и пошел за ней. Он хотел поговорить с Авкой, но она не обратила на него внимания и попросила оставить ее в покое. Конечно, Такару не мог этого проигнорировать. Хотя он был плохим лидером, он все равно оставался командиром и не мог оставить товарища по команде в таком состоянии. Той ночью они вдвоем напали на небольшой штаб Волгалы, малоизвестной организации ведьм. Они были напарниками, которые участвовали в нападении на склад. Они вошли в складское помещение и обезвредили двух мужчин. Алко пошел проверить ящики с товаром, а Такару связал этих парней. Когда Такуру вошел внутрь, он увидел, что части тел нескольких подопытных были разрезаны на куски. Авка извинилась за опоздание и выбежала, чтобы убить двух ведьм. Такуру поспешил остановить ее, потому что если бы она убила людей, то лишилась бы лицензии следователя. Если бы она потеряла самообладание, жертв было бы еще больше. Но Алка рассказала, что ее семью убила ведьма. У нее отняли все, что было ей дорого, поэтому она ненавидела ведьм и все, что было связано с магией. Алка поклялась посвятить свою жизнь уничтожению ведьм. Именно поэтому она не хотела сотрудничать с другими, потому что знала, что они помешают ей отомстить. Но несмотря ни на что, Такару все равно остановил Авку, потому что хотел быть ее напарником. Упорство и доброта Такару постепенно успокоили Авку. На следующий день директор вызвал Алку к себе в кабинет для разговора. Он все еще хотел, чтобы его дочь сотрудничала с членами команды. Хотя у команды не было боевой мощи в 5 миллионов единиц, каждый ее участник обладал большим потенциалом. Алке было все равно, и она хотела выполнять задания в одиночку, пока директор не упомянул, что один из членов команды был кандидатом на роль пожирателя реликвий. Кандидата выбирала не школа. Пожиратель реликвий сам выбирал себе партнера. Услышав это, Алка сказала, что подумает, и ушла. Как только Алка вышла, неожиданно появилась девушка с фиолетовыми волосами, которую директор назвал Лапи. Он спросил девушку, нашла ли она кого-нибудь, с кем могла бы заключить контракт. Вернувшись в свою команду неудачников, Усаги была очень горда тем, что всегда попадала в цель. В следующий раз она хотела показать Алке, на что способна. В этот момент как раз пришла Алка. Она пришла сюда, услышав, почему Такару стал следователем, чтобы расплатиться с долгами. Из-за этого она еще меньше стала воспринимать Такару как лидера команды. И Круга думала, что Авка тоже не лучше, ведь у Авки отобрали лицензию следователя и даже называли ее другим именем – Беда. Авка всегда убивала преступников, даже не получив приказа, оставляя после себя лужи крови каждый раз, когда отправлялась на задание. Авка не собиралась это отрицать и ушла. Она отправилась на кладбище навестить могилы своих родителей. Такару последовал за ней. Он действительно хотел узнать, что произошло. Алка все еще очень ясно помнила тот день 9 лет назад, когда девушка с ножом напала на ее родителей. Даже ее младшей сестре не удалось избежать этой участи. Алка всегда помнила об этом. Она поклялась убить всех ведьм. Это было единственным смыслом ее жизни. Поэтому, когда она сталкивалась с преступниками, кровь закипала у нее в жилах. Алка легко теряла самообладание и нажимала на курок, называя это справедливостью. Она отказалась от своей человечности ради мести, и Алка думала, что Такару, ставший ее напарником, будет только мешать ей. Такару не успел ответить, как в городе прогремел взрыв. Кто-то вызвал робота. Он поручил роботу уничтожить Академию Тамада, где ведьм считали грешницами и держали в заключении. Он хотел освободить ведьм. После этого Ая снова отправилась в путь, чтобы разобраться совсем самостоятельно. Такару очень волновался и пошел искать ее. Пока Такару искал Аю, мимо него пронеслась фигура Лаписа.
Прежде чем он успел понять, что происходит, Такару получил сообщение от директора. Директор сообщил ему, что робот, которого вызвали, был древним героем по имени Эйнхер-Яр и направлялся к месту, где держали ведьм. Директор не успел собрать силы, поэтому обратился ко всем студентам с просьбой о помощи. Он закончил свое обращение словами: «Пришло время охотиться на ведьм». Услышав это, Такару попросил Усаги Экругу не участвовать в сражении и уйти в безопасное место. Он собирался продолжить поиски Айки, зная, что она в ярости и ищет ведьм. Айка уже столкнулась с роботом. Ее пули не могли попасть в цель из-за защитного барьера. Когда Алка попыталась прицелиться в слабое место робота, тот схватил ее и отбросил в сторону. Не желая умирать, Алка призвала еще одну пару пистолетов, чтобы продолжить сражение. У пистолетов тоже были души, которые общались с Алкой и залечивали ее раны. Алка использовала бронебойные пули, чтобы атаковать робота. На этот раз пуля пробила броню, но не смогла ее уничтожить, так как броня была сделана из панциря Экскалибура, обладающего способностью к быстрой регенерации. Алка решила использовать третий уровень мощности оружия. Но поскольку они еще не заключили договор, оружие должно было использовать кровь Оуки в качестве источника энергии. Оука нанесла упреждающий удар, который оказался эффективным. Но как только она собралась уничтожить робота, владелец оружия отозвал его. Как только робот восстановился, он ударил Алку, и та отлетела в сторону. Алка уже собиралась встретиться со своими родителями, когда на помощь пришел Такару. На этот раз двое воинов сошлись в поединке. Удары Такару не могли повредить роботу. И Круга проанализировала, что меч, которым владел робот, был оснащен системой стрельбы, но после каждого выстрела ему требовалось время на перезарядку. Если бы Такару правильно рассчитал время, у него был бы шанс. Понимая ситуацию, Такару бросился в бой. Как только робот закончил стрелять, Усаги с расстояния выпустил две бронебойные пули, которые вывели робота из строя. Воспользовавшись моментом, Такару бросился в атаку. Робот тут же взорвался, чтобы уничтожить все вокруг. Такару не успел увернуться и был ранен. В этот момент появилась Лапи. Поскольку Такару был выбран вторым человеком, заключившим договор, Лапи хотела кое-что уточнить у Такару. Она спросила, готов ли Такару отказаться от своей человеческой сущности, чтобы исполнить свое желание. Такару без колебаний согласился. После заключения договора Лапи исцелила раны Такару и дала ему боевую броню, чтобы он мог вернуться на поле боя. Лапи снова появилась, и стало ясно, что она происходит из рода пожирателей реликвий и изначально могла использоваться только следователями. Она сказала, что расскажет больше, когда будет время, но сейчас Такару продолжит сражаться. На этот раз ему не нужно было уворачиваться от пуль, он просто разрубал их мечом. Теперь силы обеих сторон были равны. Робот собирался использовать еще один взрыв, но Лапи объяснила, что Такару может использовать свою силу, чтобы отразить атаку. Это был абсолютный прием, который позволял поглощать силу противника и возвращать ее обратно. Как только монстр начал атаку, Такару сконцентрировал силу в мече, заставив его светиться, и нанес последний удар, чтобы победить врага. Заклинатель был доволен результатом и ушел. После этого Такару сел поговорить с Алкой. Он не мог сказать, что понимает ее ситуацию или посоветовать ей не мстить, но вместо этого он хотел, чтобы Алка доверилась своим товарищам по команде. Он был готов разделить с Алкой эту ношу. Затем Такару упал на колени Алки. В кабинете директора следователь задержал ведьму, которая, как предполагалось, была сообщницей в недавнем инциденте с ведьмами. Однако ее воспоминания были стерты, чтобы предотвратить получение информации. Директор решил, что ее сообщники могут попытаться спасти или устранить ее, поэтому он привез ведьму в свою академию. На следующий день директор вызвал команду неудачников, чтобы похвалить их и рассказать все о Лапе. В общем, у остальных пожирателей реликвий уже были новые владельцы. Только у Лапи не было владельца, так как она была единственным оружием в виде меча и хотела выбрать кого-то с отличными навыками ближнего боя, и этим кем-то был Такару.
Был только один недостаток. Лапе очень нравилось появляться в человеческом обличье. Директор не хотел, чтобы она создавала проблемы другим ученикам, поэтому ему пришлось перевести ее в один класс с Такару. Он даже сделал поддельные документы для Лапи, выдав ее за сестру Такару. Более того, сегодня он собрал весь отряд не только для того, чтобы похвалить их за участие в беспорядках, но и для того, чтобы дать им новое задание. Затем он вызвал к себе девушку, которая была замужем. Директор объяснил, что Академия только что внедрила новую экспериментальную систему, которая позволяет ведьмам поступать в школу и присоединяться к Институту расследований. Другими словами, Мэри была первой ведьмой, поступившей в Академию. Чтобы избежать ненужных инцидентов, директор хотел, чтобы отряд защищал Мэри. Конечно, Алке эта идея совсем не понравилась. Как только они вышли из здания, Мэри захотела пойти одна, чтобы побыть в тишине и покое. Все были не против, потому что на ней был ошейник с отслеживающим устройством, и если бы она использовала магию, он бы взорвался. Только Алка настаивала на том, чтобы Мэри подробно рассказывала, куда она идет и что делает. Естественно, Мэри не соглашалась, и они начали спорить. Следующие несколько дней не были лучше, они постоянно ссорились. Даже во время обеда они спорили из-за куска торта, а когда Такару попытался вмешаться, они оба его ударили. Потом Мэри купила Такару холодный напиток, чтобы обработать его рану. Он также извинился за поведение Алки. Мэри думала, что это нормально, потому что врагами следователей были ведьмы. Такару так не считал, потому что не видел в Мэри врага. Он думал, что если Мэри захочет стать следователем, то он будет считать ее своим товарищем по команде. Более того, наблюдая за Мэри, он понял, что она очень хороший человек. Такару признался, что не поступил в академию только потому, что ненавидел ведьм. Что касается Мэри, то она хотела стать следователем, потому что хотела показать людям, что магия не так опасна, как они думают. Она хотела изменить отношение людей к магии и доказать, что не вся магия опасна, что она может спасать людей. Мэри хотела сделать много добрых дел, чтобы доказать, что магия не является злом. После этого они сблизились. Возвращаясь к тому, что было раньше, мы теперь знаем, что Мэри сотрудничала с Такару, чтобы вызвать робота, при условии, что он не будет убивать невинных людей. Но он не послушался. Когда за ним пришли следователи, он без колебаний убил их. Прежде чем Мэри успела осознать происходящее, он стер ее воспоминания и ушел, в результате чего ее арестовали. Он не хотел убивать Мэри сразу, он хотел морально ее измучить. В комнате для допросов Авка и Мэри снова поссорились, и Таку пришлось вмешаться. Авка был удивлен, когда Такару назвал Мэри по имени. Поняв, в чем дело, Мэри постоянно пыталась сблизиться с Такару, чтобы спровоцировать Авку, и это сработало. В этот момент Усаги вмешалась и сказала, что есть еще одна проблема, которая их волнует больше, чем то, как они обращаются друг к другу – осенний турнир Академии. На доске объявлений Такару встретил своего старого товарища по команде, но ему не понравилось, что команда Такару участвует в турнире. Он сказал, что команда Такару встретится с его командой во втором раунде, но это казалось маловероятным, потому что он не думал, что у команды Таку хватит сил пройти отборочные соревнования. Таку это не волновало, и он отправился домой. У ворот Академии его ждала Мэри, потому что она решила жить с Таку, чтобы быть под его защитой. Конечно, Улка пошла с ними, чтобы защитить Таку и присмотреть за ним. В общежитии, где жил Таку, царила жуткая атмосфера, повсюду были вороны, и это очень пугало Алку. Когда они подошли к двери комнаты Таку, он дал Мэри ключ, чтобы она открыла дверь, а сам пошел за продуктами. Мэри хотела пойти с ним, но Алка остановила ее, потому что очень боялась привидений. Снаружи за турниром наблюдали другие следователи, чтобы выяснить, не было ли каких-либо передвижений у Вальхаллы. Вечером, когда Такару вернулся с продуктами, Мэри только что закончила принимать ванну, и он случайно увидел ее обнаженной. Мэри думала, что это нормально, пока не вышла Улка. Улка споткнулась и упала на Мэри, и они обе оказались на Таку. На следующий день турнир начался. Команда Таку столкнулась со многими трудностями, потому что ее члены плохо взаимодействовали друг с другом. Таку мог только ждать, когда противник откроется для атаки, но его постоянно провоцировали и называли плохим фехтовальщиком. И Каруга тоже хотел, чтобы Такуру разозлился и поскорее закончил этот бой. Хотя Такуру был очень расстроен, он не хотел так легко выходить из себя. Он хотел, чтобы Улка выступила в качестве приманки и дала ему время. Затем Такуру бросился в бой.
Чувствуя насмешки окружающих над своей командой, Мэри не выдержала и выбежала вперед, чтобы отвлечь внимание на себя. Это был решающий момент для победы команды Таку. Лучшим игроком сегодня была Мэри, и Алка это признала. После этого все отправились в кафе отпраздновать победу. В это время Алка пошла в кабинет директора, чтобы доложить о случившемся. Она случайно прочитала личное дело Мэри и узнала, что Мэри была связана с Вальхаллой. Ее арестовали по обвинению в убийстве. С этой информацией Уокер доложил Такару о Мэри все, что ему было известно. Тот факт, что Мэри была убийцей, был неоспорим. В любом случае, им обоим нужно было прояснить некоторые моменты, связанные с ее арестом и заданием, которое было дано команде. Над ареной команда следователей усиливала защиту вокруг места проведения турнира. Вскоре после этого прибыл директор. Капитан спросил, почему директор намеренно сообщил Альке о докладе по делу Мэри. Но сейчас директора больше всего волновало, появится ли Вальхалла или нет. Затем начался второй раунд. Прежде чем обе стороны успели вступить в бой, у девушки из команды противника внезапно начались сильные боли в животе. И из ее тела стали появляться черные нити, которые атаковали всех вокруг. Из тела девушки вырос огромный цветок. Когда он распустился, появилась ведьма. Он назвал себя Хаунтедом, командиром армии Вальхаллы. Сегодня он пришел, чтобы забрать Мэри, но Мэри не помнила, кто он такой. Конечно, Такар не позволил ему этого сделать. Он бросился на защиту Мэри. В этот момент капитан приказал открыть огонь по Хаунтеду, сказав, что они будут стрелять, даже если он превратится в кусок мяса. Директор хотел, чтобы капитан взял его живым, но капитан отказался, сказав, что если они не убьют его, то погибнут сами. Маг пришел в ярость. Он использовал магию, чтобы запереть Такара, Ауку и Мэри в темном пространстве. Снаружи капитан приказал продолжать стрелять, но это не дало никакого результата. Роботы тоже вышли из строя и начали стрелять по своим же. В этот момент капитан попросил у директора разрешения использовать реликвию пожирателя. Директор с готовностью согласился, полагая, что внутри Такар и его команда смогут справиться с магом. Внутри все было в порядке. В этот момент Хеундейт, похоже, собирался забрать Мэри. Такару отвел ее в сторону, чтобы спрятаться, пока он будет разбираться с ним. Зная, что противник очень силен, Такару немедленно надел свой боевой доспех. Лепис предупредил, что уровень опасности, исходящий от Хеундейта, был высоким, и посоветовал Такару быть осторожным в бою. Хеундейт был удивлен, что у Такару тоже был договор с пожирателем реликвий. Затем он сделал вид, что извиняется за то, что пришел за Мэри, и сказал, что он просто выполнял приказ, и надеется, что Такару простит его на этот раз. Такару было все равно, и он бросился в атаку. Его заманили в ловушку, как и планировал Хеундейт. Внезапно Хеундейт нанес Такару удар в живот, тяжело ранив его. В этой ситуации Лепис сообщил, что время восстановления Таку неизвестно. В этот момент Хеундейт тоже надел свой боевой доспех. Со стороны Аука обнаружила, что Юдзаги серьезно ранен в глаз. И Круга тоже вскоре прибыл. В это время директор связался с Алкой. Алке хотелось обвинить его и арестовать за то, что он удерживает Мэри. Прочитав обвинительное заключение в своем кабинете, она отправилась на место преступления. Там она обнаружила остатки магической энергии, но проверив, она поняла, что это не магия Мэри. У мага не может быть двух разных видов магии, и Алка была уверена, что Мэри не была убийцей. Она обвинила своего приемного отца в незаконном аресте. Директор с радостью пошел на сделку со своей дочерью. Ситуация с Такуру не улучшалась, так как он понял, что у его противника тоже есть боевой доспех, и он совсем отчаялся, когда увидел, что у врага тоже меч. Такуру не мог поверить, что проиграл в поединке на мечах, которым он так гордился. В это время Хеундейт хочет, чтобы Мэри вернулась к нему. Но Мэри отказывается, потому что у нее все еще амнезия, и она не знает, кто он такой. Он снимает с Мэри заклятие забвения, и она все вспоминает. Воспоминания нахлынули на нее, и она вспомнила, что раньше жила в приюте, но вскоре он был сожжен группой Вальхалла. Они также похитили всех детей-сирот. Появился Хоутед и предложил Мэри сотрудничать с ним, чтобы спасти детей. Но он не сдержал своего обещания. Мэри все вспомнила, и это привело ее в отчаяние. Теперь Хоутед предлагает Мэри два варианта. Первый, если она вернется к нему, он не убьет Такару.
и он позволит ей увидеться с детьми. В противном случае смерть Такару неизбежна. Такару встает и разоблачает его, говоря, что дети, которых Мэри так отчаянно пыталась спасти, на самом деле уже мертвы. Он и Алко видели все это своими глазами. Хоутит доказывает, что он не лжет, вызывая души детей, чтобы они встретились с Мэри. Увидев правду своими глазами, Мэри в отчаянии кричит. Ее отчаяние еще больше возбуждает его. Такару успокаивает Мэри, говоря, что если она хочет наказать себя, это ее право, но если она хочет искупить свои прошлые поступки, вместо того, чтобы наказывать себя, она должна посвятить свою жизнь спасению людей с помощью магии. Если эта ноша все еще слишком тяжела для нее, он встанет рядом с ней и разделит эту ношу пополам. Такару пришел в себя и встал в боевую стойку напротив Хоутеда. Хоутед по-прежнему не воспринимает Такару как противника и начинает насмехаться над ним. Оба бросаются в бой. Хоутед наносит непрерывные колющие удары, из-за чего Такару не может увернуться и отлетает в сторону. Даже способность Таку ускорять работу мозга не дает никакого эффекта. Такару хочет продолжить атаку, но что-то мешает ему. Лапис анализирует ситуацию. Это рубящие удары брони Хоутеда, которые могут наносить длинные разрезы. Траектории движения меча остаются в пределах досягаемости атаки после нанесения удара, поэтому он не может приблизиться сразу. Такару быстро разрабатывает план атаки. Он постоянно укорачивает и удлиняет свой меч, чтобы атаковать призрака, и это оказывается очень эффективным. В этот момент призрак бросает в него трупы старых товарищей Такару по команде, из-за чего Такару теряет концентрацию и подвергается нападению. Как раз в тот момент, когда Такару вот-вот убьют, Мэри, несмотря на ошейник, который взорвется, если она воспользуется магией, использует атаку, не подвергаясь нападению. Конечно, она не попадает в него, но она думает, что выиграла достаточно времени для Такару и ждет своей смерти. Ошейник не взрывается. В этот момент в качестве подкрепления прибыла Алка. Она заключила сделку с директором школы, чтобы отключить ошейник. Мы оба объединяем усилия, чтобы поддержать Такару в борьбе. Алкер врывается в комнату, чтобы отвлечь призрака, давая Мэри время для атаки заклинанием. Она разбрасывает вокруг призрака магическую пыль, блокирующую магию, и непрерывно стреляет из своего пистолета. Как только он приближается к Алке, Усаги непрерывно стреляет издалека, чтобы отбросить его назад. Это дает Мэри достаточно времени, чтобы произнести свое заклинание, которым она стреляет прямо в него. Он легко уклоняется, но она целилась не в него, а в Такару. Он впитал всю магию Мэри, чтобы увеличить свою собственную силу. Обе стороны вступают в схватку, чтобы нанести решающие удары. Два острия мечей сталкиваются друг с другом. Призрак все еще думает, что он сильнее Такару, пока Лапи не предпримет всеобъемлющую контратаку. Это ее уникальный навык. Такуру поглощает всю магию Мэри и привидения и наносит последний удар, чтобы закончить битву. Полностью побежденный, колдун уходит, пообещав заставить Такару заплатить. Битва окончена. Мэри с радостью благодарит Такару, потому что благодаря ему она больше не совершала ошибок. Все пострадавшие были доставлены в больницу, кроме Усаги, которая нуждается в особом лечении из-за серьезных повреждений глаз. После завершения лечения Усаги вызвали в больницу, чтобы она встретилась со своей матерью. Мать Усаги ознакомилась с ее успеваемостью и считает, что с такими результатами Усаги не сможет закончить первый курс, не говоря уже о том, чтобы получить диплом. Затем мать решила, что Усаги выйдет замуж раньше, чем планировала, и этот месяц будет последним, когда Усаги разрешено оставаться в школе. В академии все собрались, чтобы услышать объявление о том, что отмененный ранее фестиваль охоты на ведьм будет проведен снова. Изначально Такару не очень интересовался этим фестивалем, пока не узнал, что академия ведет специальную валюту для фестиваля. Ее можно будет обменять на баллы, а также на наличные. Алка хочет выступить против этого и советует всем сосредоточиться на выполнении миссий. Но Такару не слушает и начинает обсуждать стратегию проведения фестиваля. Они заработают много денег, чтобы Такару смог выплатить долг, который оставили его родители. После этого к ним присоединилась Усаги. В этот момент появляется человек по имени Исида, лидер отряда 23. Он сразу переходит к делу, желая заключить союз с командой Таку во время фестиваля. Поскольку в их команде тоже мало участников, они хотят, чтобы две команды поддерживали друг друга. Таку сразу же соглашается, но Усаги кажется чем-то недовольна, и у нее тревожное настроение. Пока Усаги размышляет, она случайно сталкивается со знакомым.
Похоже, он что-то сделал в прошлом. Поэтому, когда Усаги сталкивается с ним, она очень пугается и падает в обморок. В этот момент мимо проходит Такару и видит эту сцену. Он сразу же бросается к Усаги, чтобы защитить ее. Мужчина представляется как Рияма, друг детства Усаги. Он просит Такару позаботиться об Усаги, потому что она очень важный человек для него, а затем уходит 1 числа. Усаги, будучи слишком напуганной, тоже падает в обморок. Что касается Алки, то она познакомилась с президентом студенческого совета. Это Нагуру, который сразу переходит к делу и хочет попросить Авку кое в чем помочь. Это нужно для того, чтобы поймать ведьму по имени Мифи, ведьму, которая может манипулировать сознанием людей. Люди распространяют мнение, что эта ведьма всего лишь городская легенда. Но президент сообщает, что ее народ подвергся нападению. Все были убиты, кроме президента и ее секретаря. Президент также упоминает имя Риямы. Он прибыл сюда всего месяц назад, но уже стал главой исполнительного комитета и многое сделал для школы. Это также совпадает с месяцем, прошедшим с тех пор, как на сторону президента было совершено нападение, поэтому она хочет попросить Авку присмотреть за ним. В лазарете все навестили Усаги и один за другим ушли, чтобы дать Усаге возможность отдохнуть в тишине. Такару уже собирался уходить, но Усаги неосознанно удерживает его. Такару решает остаться с ней. Поздно ночью, когда Усаги просыпается, Такару все еще там с ней. После этого он отвозит Усаги домой. По дороге домой Такуру задается вопросом об отношениях между Усаги и Римё. Но Усаги избегает этого вопроса и не хочет отвечать. Такуру все еще хочет знать и надеется, что Усаги расскажет ему, чтобы он мог помочь ей. Усаги говорит, что собирается выйти за него замуж, потому что если она станет членом его семьи, будущее ее семьи будет светлее. Она также говорит, что это последний месяц, когда она может побыть со всеми, а затем убегает. Такару догоняет ее и приглашает к себе домой. Усаги принимает ванну и думает о том, что сегодня она потеряет девственность с Такару. Они поужинают перед тем, как зазвонят колокола, и она не выйдет замуж за Риему. Поэтому она очень тщательно моется. Хотя она и говорит, что ей это не нравится, но мысль о том, что у них с Такару будут дети, заставляет ее передумать. После этого Усаги выходит из ванной, не прикрыв свое тело одеждой, и подходит к Такару. Она готова отдаться ему в первый раз. В самый ответственный момент все входят в комнату и видят происходящее. Они все бросаются на Таку. После этого Таку рассказал всем, что произошло. Таку позвал всех сюда, чтобы обсудить план спасения Усаги, потому что он знает, что она не хочет выходить замуж за Риему. Теперь им просто нужно повысить ее рейтинг до такого уровня, чтобы ее семья согласилась, чтобы она продолжила учебу. Они будут активно участвовать в охоте во время фестиваля, чтобы заработать много денег и обменять их на баллы. Усаги радостно смеется. Она всегда всем мешает, но все равно все стараются ей помочь. Такару уверяет Усаги, что она не бесполезная. Она всегда помогала всем издалека. Без Усаги, возможно, они бы не зашли так далеко. На следующий день Икаруга представил команде поддержки свой план, который гарантировал победу. Это косплей. Когда девушки выходят на сцену, это сразу же привлекает внимание зрителей и наполняет их боевым духом. После этого они все вместе сделали памятное фото. После окончания косплей-шоу Аука начала патрулировать территорию. Она заметила, что одна девушка что-то рисует. Когда она подошла к ней, чтобы спросить, что она делает, девушка сказала, что Рияма попросил ее украсить зал к фестивалю. Алка попросила у нее разрешения осмотреть Академию сверху. И она обнаружила, что это своего рода магическое образование, позволяющее контролировать разум людей с очень широким диапазоном воздействия. В это время Таку выносил мусор, а Рюми пришел к нему, чтобы спровоцировать Такуру, и даже рассказал, что Усаги убила своего брата, чем привел его в ярость и заставил наброситься на него с кулаками. Он пообещал не отдавать Усаги такому, как Рюми. После этого он снова пришел к Усаги. Но на этот раз она уже не боялась, потому что рядом с ней были ее друзья. Он снова заговорил о том, как тяжело ему было потерять брата, и Усаги не выдержала и упала в обморок. После этого он увел ее. После того, как Алка поняла, что Рюмей на самом деле Мифи, она вместе с секретарем студенческого совета приготовилась схватить его. Как только они ворвались в комнату, она увидела Юдзаги, лежащую на полу. Внезапно секретарь раскрыла ее истинную сущность. В нее вселился Мифи. Она уже сталкивалась с президентом студенческого совета до того, как пришла сюда. Когда Авка отвлеклась, Рюми наложил на нее заклятие, позволившее Мифи завладеть ее телом.
Такуру со своей стороны получил звонок от президента студенческого совета. На самом деле она не умерла, потому что была в бронежилете. Она позвонила ему и сообщила, что Алка в опасности и ей нужна помощь отряда бесполезных людей. Мифи хотела вернуть себе тело, которое хранилось в Академии. Она собиралась использовать магический артефакт, чтобы подчинить себе Академию. Получив эту информацию, Такару позвонил Лапис, чтобы узнать, где находится Алка. Но она смогла определить местонахождение Усаги только в церкви. Он хотел попросить Мэри помочь разрушить магию, подчиняющую разум. В церкви Усаги была одета в свадебное платье. Она вспомнила, как в детстве играла со своим братом. Брат достал пистолет, чтобы показать ей. Она подумала, что это игрушка, и все просила дать ей подержать его. Конечно, брат не разрешал ей этого. Они стали бороться за пистолет, и он случайно выстрелил, убив ее брата. Когда Усаги стояла у могилы брата, к ней подошел Рьюма и со смехом спросил, каково это убить человека. Усаги отказалась отвечать, чем разозлила его, и он ударил ее. Затем он заявил, что в будущем она будет принадлежать ему. Когда Усаги очнулась, Рьюма сидел на ней. Он сказал, что это их брачная ночь, но Усаги твердо отказалась, чем разозлила его еще больше. Он ударил ее. Усаги беспомощно позволила ему делать все, что он хотел. В тот момент, когда она была готова потерять все, она посмотрела на фотографию, которую сделала со всеми своими друзьями. Они пообещали, что всегда будут рядом и помогут ей. Не желая разочаровывать их, Усаги дала отпор. Она укусила его за плечо, а затем швырнула на пол. Рьюма в ярости превратился в монстра и попытался заставить Усаги подчиниться ему. В этот момент появился Такару. Он ударил Рьюму об стену, а затем велел Усаги уйти первой, чтобы помочь Мэри спасти Алку. Что касается Рьюмы, то Такару пообещал, что изобьет этого извращенца до полусмерти. Усаги хотела, чтобы Такару пообещал, что после того, как все закончится, он снова погладит ее по голове. Такару согласился, и Усаги ушла. Такару понадобилось всего одно движение, чтобы победить Рьюму. Он даже сделал вид, что прикончил его, чтобы тот так испугался, что обмочился. После этого Такару отправился на поиски остальных. Усаги получила от Икаруги 2 специальные пули, чтобы выстрелить в Алку. При попадании в цель одержимая душой Алка была бы уничтожена. Однако Усаги должна была целиться в места, не представляющие опасности для жизни. В тот момент, когда Мэри оказалась в опасности, Усаги сосредоточилась на том, чтобы разрушить заклинание. Алка подошла к Мэри, прекрасно понимая, что делает. Когда она поняла, что ее разоблачили, ведьма собиралась убить Мэри. В этот момент появилась Усаги. Она повалила Нефи на землю. Усаги уже собиралась выстрелить в ведьму, но та наложила на нее заклятие, которое привлекало к ней мужчин, и убежала. Когда Усаги уже была готова выстрелить, заклятие подействовало, и парни бросились к Усаги, словно обезумев. Ведьма вернулась к Мэри, но на этот раз Такуру успел ее спасти. К удивлению, Мефи тоже смогла достать пару пистолетов. Одна пуля пробила броню Такуру. Даже без брони Такуру все равно мог противостоять Мефи. В этот момент появилась Усаги. Ведьма обманула Усаги, сказав, что она настоящая Алка, а Такуру подделка, и Усаги не знала, в кого стрелять. Такуру ничего не объяснил. Он сказал Усаги, чтобы она сначала выстрелила в него, а потом в Алку, так как ни один из них все равно не мог умереть. Он верил в способности Усаги. В этот момент ведьма по-настоящему испугалась. Когда Усаги прицелилась в нее, ведьма попыталась убежать, но не смогла, потому что душа Алки пыталась вернуть себе контроль над телом. Усаги без колебаний выстрелила в Алку, выпустив Мефи. Ведьма попыталась убежать, но Усаги выстрелила ей в голову, и та исчезла. Мэри тоже удалось разрушить магический круг. Элка не получил серьезных ранений. Все закончилось. После этого все вместе отправились на фестиваль. Когда фестиваль закончился, директор вызвал Экругу в свой кабинет для разговора. Там же был и капитан команды. Директор показал Экуге фотографию камеры, в которой содержался темный эльф. По словам руководителя группы, алхимики хотели превратить его в оружие. Потому что Икруга раньше работала гениальным алхимиком. Директор спросил, знает ли она что-нибудь об этом, но Икруге было все равно, и она ушла.
Как только она вышла из здания, она с кем-то связалась. В тот день, когда были объявлены результаты, команда неудачников все еще находилась в самом конце рейтинга. При таком раскладе они не смогли бы продержаться даже до конца первого года обучения. И Круга сказала, что она может взломать систему и изменить результаты всей команды, но все отказались от ее предложения. Затем все начали искать способы заработать очки. И Каруга и Алка снова начали спорить, потому что не могли прийти к единому мнению. Глядя на их шумную перепалку, Такару вспомнил те мирные дни, когда команда только сформировалась, и в ней были только он и Икаруга. В этот момент Икаруга объявила всем, что она на несколько дней уезжает из школы по работе и ушла пораньше. Такару вспомнил, как впервые встретил Икаругу, когда проиграл ей в поединке. Икаруга тогда спросила, почему он не вытащил свой меч. Такару считал, что он достает меч только тогда, когда противник тоже использует оружие. И Круге очень нравилась его прямолинейность, и после этого они подружились. Когда Икаруга ушла, все почувствовали, что сегодня она ведет себя очень странно, и решили проследить за ней. В штаб-квартире в разрушенном городе Хоуф пришел поговорить с исследователем, который был очень похож на Икаругу. Его шутки не произвели на нее никакого впечатления. Этой женщиной была Исука. Она сообщила о неудачной попытке оживить юного эльфа. Исука предала корпорацию алхимиков, чтобы работать на Вальхаллу, так как считала, что это место поможет ей возродить расу эльфов. Внезапно у Исуки ужасно разболелась голова. Она получила сообщение о том, что кто-то украл клетки темных эльфов, также известные как утраченная матрица, и этим вором оказалась ее сестра. В другой раз группа Такару наблюдала за Икаругой, когда та внезапно исчезла. Когда они отправились на поиски Икаруги, то обнаружили подземный коллектор. Такару хотел спуститься туда, но Мэри остановила его, сказав, что там настоящий лабиринт и без карты они легко могут заблудиться. Не имея другого выбора, Такару позвонил Лапис, чтобы та отследила местонахождение Икаруги. Тем временем Исука, находясь в коллекторе, позвонила Икаруги и потребовала вернуть утраченную матрицу. На самом деле все Икаруги были клонами друг друга и были созданы исключительно для возрождения расы эльфов. Икаруга отличалась от других Икаруг тем, что она ушла и тайно проводила исследования за пределами лаборатории, вместо того, чтобы работать на корпорации, как Исука. Но теперь Икаруга поставила Исуке условие: если она хочет вернуть утраченную матрицу, то должна позволить Икаруге вернуться в исследовательский центр для наблюдения за процессом возрождения эльфов. Идя по улице, она случайно встретила двух солдат. Тем временем Такару и Лапис были уверены, что она указала группе правильное местонахождение Икаруги. Но оказалось, что это было логово мафии, и на группу напали. Спасаясь бегством, они случайно наткнулись на Икаругу, которую куда-то вели. Такару быстро спас ее, но из-за обстрела все разбежались в разные стороны. Когда Такару бежал вместе с Икаругой, они случайно попали под обстрел. Такару прикрыл Икаругу и был тяжело ранен. Такуру хотел пойти и спасти всех, но у него сильно текла кровь из раны, и он потерял сознание. Ируга быстро отнесла его в безопасное место. Она связалась с Исукой и предупредила ее, что если наемники Исуки убьют ее товарищей, то она уничтожит матрицу, и Исуке придется быть осторожной. Директор получил сообщение о нападении. Корпорация «Алхимик» связалась с директором, утверждая, что они не имеют к этому никакого отношения. В качестве доказательства они были готовы предоставить Академии 15 образцов своих новейших боевых роботов бесплатно, чтобы директор мог уничтожить исследовательский центр номер 5. Директор с радостью согласился на это. Затем он мобилизовал всех следователей, чтобы начать охоту на ведьм. В исследовательском центре были схвачены Усаги, Алка и Мэри. Исука пришла поговорить с ними. Она была удивлена, что у ее сестры появились друзья. Затем Исука рассказала о прошлом Ируки. Исука и Ирука были биологическим оружием, созданным для изучения процесса возрождения эльфов. С раннего детства они обе работали в исследовательской лаборатории. По мере взросления Исука продолжала заниматься исследованиями, а Ирука открывала для себя новые вещи за пределами этого мира, например, семью. Постепенно она поняла, что это место больше не подходит ей. Во время создания эльфов Ирука не смогла создать ребенка-эльфа с магическими способностями. Вместо того, чтобы уничтожить ребенка, Ирука решила оставить его в живых. Постепенно она начала испытывать новые эмоции, воспитывая ребенка. Но вскоре Ирука поняла, что это место больше не для нее.
Однажды ночью Ирука украла матрицу и сбежала вместе с ребенком. Однако ребенок был уничтожен как бракованный продукт, прежде чем она смогла его забрать. После этого Ируга отправилась в академию, чтобы спрятать матрицу от алхимиков. В доме Таку Ируга отвела Такару в безопасное место, чтобы обработать его раны, и все ему рассказала. Такуру спросил Иругагу, зачем она вернулась в то место, где они встретились, и использовала утерянную матрицу для проведения сделок. Он сказал, что если ей нужна будет его помощь, он поможет ей, а если она совершит что-то плохое, он остановит ее. Икаруга была рада услышать эти слова и почувствовала облегчение от того, что рядом с ней Такару. Икаруга внезапно села на Такару. Прежде чем попрощаться с Такару, она хотела испытать человеческие чувства, а именно заняться любовью. Алка начала раздеваться. Такару удивился, почему они должны прощаться. Как раз в тот момент, когда они собирались приступить к делу, появилась Исука и увела Иругагу. Времени на то, чтобы попрощаться, не оставалось, и Иругага поцеловала Такару на прощание, а затем ввела ему какое-то вещество, которое лишило его возможности двигаться. После этого Икаруга встретилась с Исукой. По их договоренности она освободила остальных. Усаги хотела вернуться в исследовательский центр, чтобы спасти Иругагу, зная, что Икруга сделала все возможное, чтобы помочь им сбежать. Усаги не интересовало прошлое Икруги, она знала только, что ее подруга в опасности и хотела помочь. Все согласились и отправились спасать Икаругу. В этот момент мимо них прошла группа роботов, направляясь прямо к исследовательскому центру, за ними следовал лимузин директора. Он предупредил, что приближается война, и велел всем вернуться. Выслушав объяснение Аруки, директор выдал всем оружие и напомнил Ауре, что она может свободно пользоваться договором. Тем временем действие наркотика закончилось, и Такару попытался выйти на улицу. Он умолял Лапи помочь ему найти его товарищей по команде. Лапи согласился и дал ему боевой костюм, а также обработал его раны. По словам Лапи, Ируга была в башне в центре города. Недолго думая, Такару бросился в бой с врагом. Так как до вершины башни было еще далеко, Лапи использовала свою силу, чтобы поднять Такару наверх. С другой стороны, директор смело вошел в главные ворота. Когда три робота попытались напасть на него, директор выстрелил, и роботы уничтожили друг друга. Что касается Такару, то он активно уничтожал роботов. Ока пришла ему на помощь, чтобы они вместе смогли спасти Икругу. Все были на своих местах, и отряд, в котором были слабые игроки, начал спасательную операцию. На вершине башни Исука злилась на Икругу за то, что та сбежала с утерянной матрицей. Из-за нее Исука была перезагружена и управлялась как марионетка. Исука также потеряла способность выражать эмоции, но теперь она могла сбежать отсюда, воскресив эльфов, и Вальхалла приняла бы ее в организацию. Исука хотела, чтобы Ируга отдала утерянную матрицу, но Ируга сказала, что ее причины вернуться были в первую очередь в том, чтобы завершить воскрешение эльфов, а во вторую забрать Исуку отсюда. 4 года назад она очень сожалела, что не взяла с собой Исуку, когда сбежала. Но теперь Исука видела в Ируге врага. Она выстрелила Ируге в ногу, чтобы заставить ее отдать утерянную матрицу, но Ируга уже вставила ее в себя. Затем она превратилась в темного эльфа и создала темную сферу. Она собиралась уничтожить это место и забрать Исуку с собой. Как только Икаруга собиралась прикоснуться к Исуке, появился призрачный эльф, чтобы помочь. Что касается Такару, то у него заканчивалась магия, а Алка отказалась использовать пистолеты. У Юдзаги тоже заканчивались патроны. Что касается Икаруги, то, вместо того, чтобы напасть на нее, призрак нанес удар Икаруги в живот, отчего Икаруга пришла в ярость и набросилась на него. Она взорвала все вокруг и потеряла силы. Икаруга тоже не смогла выжить. Призрак был еще жив и создал дракона, чтобы напасть на Икаругу, отчего та упала, но, к счастью, Такару подоспел вовремя. Такару попросил Лапи проанализировать ситуацию. По ее словам, их шансы на победу в прямом столкновении составляли 4%. Икаруга раскритиковала Лапи за бесполезность, сказав, что если бы это был обычный дракон, то победить его было бы сложно. Но поскольку это механический дракон, им просто нужно было попасть в его ядро. Дракон начал крушить все вокруг. Следуя указаниям Икаруги, Усаги добралась до оружейного склада исследовательского центра. Пистолет мог выстрелить только один раз, и для перезарядки требовалось 5 минут. Тем временем Такару пытался заманить дракона к себе.
Первые выстрелы Усаги не попали в цель из-за ее волнения, но благодаря поддержке всех присутствующих она смогла успокоиться и попасть в цель. Однако дракон еще не был повержен. Усаги смогла лишь повредить его внешнюю оболочку. Дракон отбросил Такару к стене. И в тот момент, когда он уже собирался разорвать Такару на куски, Алкер бросился вперед, чтобы защитить его, и был тяжело ранен. Такару собрал все свои силы и вонзил меч в сердце дракона. Но в этот момент Лапи сообщила, что у Такару закончилась магия, и его боевая броня вот-вот исчезнет. В самый отчаянный момент Мэри направила мощный поток магии в меч Такару. Он тут же активировал полную защиту и разрубил дракона пополам. Битва была окончена. После периода восстановления все продолжили выполнять свою миссию, чтобы заработать очки. И Круга нашла задание по поимке контрабандиста, запланированное на сегодняшний вечер, но она решила, что Авка не подходит для этой миссии. Чувствуя себя оскорбленной, Авка настояла на участии, несмотря на предупреждение Икруги. В этой миссии всем нужно было замаскироваться в баре, чтобы найти цель. Они должны были обслуживать клиентов, в том числе нескольких стариков. Не зная, как правильно обслуживать клиентов, Алка устроила неприятности, когда клиент попытался прикоснуться к ней. К счастью, Такару, похоже, справился с ситуацией. После некоторого времени обслуживания Алка заметила подозрительный предмет на одном из клиентов. Как только у нее появилась возможность, Алка схватила этот предмет и уничтожила его. Но оказалось, что это всего лишь игровая приставка, а настоящий контрабандист уже сбежал. В конце концов, им все же удалось его поймать. После этого команда вернула предмет Икруге для изучения. Это было всего лишь кольцо F-ранга, которое принесло бы им самое большее 5 очков. Икруга обнаружил, что его функция заключается в привлечении человека, который нравится, когда его носят. Она собиралась примерить его, но Усаги выхватила его, так как тоже хотела попробовать. Мэри тоже этого хотела. И пока они ссорились из-за этого, кольцо случайно попало в руку Такару. Окружающее пространство внезапно стало розовым, и девочки начали цепляться за Такару, очарованные кольцом. Это подействовало даже на Ляпис. Все хотели заполучить его для себя. Ситуация разрешилась только тогда, когда Икругу вырвало на Такару. Несколько дней спустя отряд отправился на другое задание. На этот раз они должны были выяснить, почему лето не заканчивается на пляже. По прибытии, вместо того, чтобы заняться расследованием, все переоделись в купальные костюмы, чтобы насладиться пляжем. На девочках были красивые купальники, но Такару заметил только то, что Лапи одета в школьный купальник. Они все вместе играли, а Икаруга не выдержал жары и уснул. Поиграв, они пошли перекусить. Во время еды у Такару вдруг заболел живот, и он побежал в туалет. Лапис хотел пойти за ним, но его остановили. В это время Алка заметила, что многие ранены. Лапис предположил, что на них, возможно, напал монстр, который мог бы сделать так, чтобы лето никогда не кончалось. Усаги хотела исследовать море, но Ука не умела плавать, и Каруга был ленив, а Такару был в отчаянии, сидя в туалете. Осталось только трое, и Лапис придумал план, как исследовать море, используя Усаги и Мэри в качестве приманки для монстра. Через некоторое время монстр действительно появился и начал их утаскивать. Лапис пытался их вытащить, но леска не выдержала и порвалась. Они уже почти утонули, но тут Такару закончил свои дела в туалете и вместе с Лаписом нырнул в воду, чтобы спасти их. Хотя он не умел плавать, к счастью, его боевая броня не пропускала воду, Такару превратил Лаписа в удочку и поймал монстра, чтобы спасти всех. Миссия была выполнена. Сегодня Такару навестил свою младшую сестру Киски, которая находилась в секретной камере для задержанных. По какой-то причине ее посадили под арест. Когда брат с сестрой встретились, Такару рассказал ей о своих приключениях с друзьями. Затем время посещения закончилось. Несмотря ни на что, Такару хотел, чтобы у его сестры была нормальная жизнь. Он пообещал найти способ освободить ее, прежде чем уйти. Как обычно, отряд неудачников выполнил много заданий, чтобы заработать очки. Благодаря их усилиям их оценки значительно улучшились. В другой ситуации директор школы пытается контролировать Киски, так как сила этой маленькой девочки слишком опасна. Когда Киски высвобождает свою силу, все, что соприкасается с ней, становится частью ее самой. Эта сила будет постоянно действовать, не останавливаясь, и в конце концов поглотит всю планету, если они ничего не предпримут. Поэтому главный герой вынужден постоянно убивать Киски, когда она возрождается. И вот в этот момент появляется еще одно предупреждение.
Киски снова вышла из-под контроля и высвобождает свою силу. Командир отряда должен лично сразиться с Киски. Группа Такару продолжает выполнять свою ежедневную миссию. На этот раз их целью является волшебник. Они маскируются под распространителей ткани, чтобы подобраться к нему поближе. Когда Усаги предложила ему, он отказался. Но когда Мэри предложила ему, он быстро согласился, доказав тем самым, что ему нравятся девушки с плоской грудью. Однако вскоре он понял, что с тканью что-то не так, и повернулся, чтобы атаковать команду. Пули, которые он выпустил, превратились в деревья-монстры. Все остались позади, чтобы разобраться с ними, а Такару погнался за волшебником. Когда он загнал его в переулок, внезапно появилась Киски. Она уже уничтожила волшебника и пришла на помощь Такару. Он был удивлен, что его младшая сестра сбежала и нашла его. Затем девочка потеряла сознание от усталости. Все остальные догнали их, и Такару инстинктивно направил свой меч на них, чтобы защитить сестру. Он предупредил, что никто не должен приближаться к девочке, иначе они погибнут, если прикоснутся к Киске. Алка убедила Такару успокоиться, чтобы они могли помочь ему. Затем команда отвела Киски в безопасное место. Что касается главного героя, то командир отряда не смог остановить Киски. К счастью, он остался жив. Директор сказал, что им нужно немедленно схватить девочку, пока весь город не был уничтожен. Вернемся к Такару. Киски наконец очнулась, но все еще очень боялась. Она вцепилась в Такару, когда Алька попыталась с ней заговорить. Увидев это, Алька вывела Такару на улицу, чтобы поговорить с ней наедине. Такару рассказал ей о болезни, которой заразилась Киски. Они не могли оставить ее в таком состоянии, потому что это было бы очень опасно. Единственным выходом было отвезти ее обратно в исследовательский институт. Они должны были сопроводить ее в карантинную зону. Договорившись о плане действий, они приступили к его осуществлению. Затем девочки пришли к Кайке. Они переодели ее, чтобы не привлекать внимания. У брата с сестрой выдалась минутка побыть наедине. Малышка была очень рада, что у Такару такие хорошие друзья. Затем она попросила брата убить ее. Киски сожалела о том, что натворила. Она хотела, чтобы брат сам прекратил ее страдания. Конечно, он не мог причинить вред своей младшей сестре. Такару заверил ее, что даже если весь мир захочет ее смерти, он лично будет желать ей жить, потому что они семья. Если бы ему пришлось убить свою сестру собственными руками, он бы умер в тот же день. Но сейчас было не время. Такару пообещал защищать Киски до самого конца. Затем брат с сестрой продолжили свой путь. Перед возвращением в академию Киски захотела прокатиться на колесе обозрения. Но когда они пришли туда, появился старый друг Такару. Он сошел с ума после того, как стал свидетелем гибели своих товарищей на конференции. Не раздумывая, он напал на них. Оба надели боевые доспехи и вступили в схватку. Он обезумел и набросился на Киски. Но прежде чем кто-то из них пострадал, появился юный лидер, чтобы остановить бой. Он пришел, чтобы забрать Киски. Перед уходом Такару извинился перед Киски за то, что не смог показать ей больше того мира, который их окружал. Киски сказала, что все в порядке, и надеялась, что Такару сдержит свое обещание, но тут же потеряла сознание. Директор школы пришел к Такару и сообщил, что алхимик выразил желание сотрудничать с ними в деле Киски. Благодаря этому они могли бы сдерживать силу девушки. В обмен на это Киски переведут в другое учреждение, а Такару не сообщат, куда именно, чтобы девушка не сбежала и не стала его искать. Он сказал, что это было сделано ради блага обоих детей, и ушел. Когда они перевозили Киски, на них внезапно напали. Это была Вальхалла, которая хотела захватить Киски. Вернемся к прошлому Такару. Он нашел на складе маленькую девочку. Когда он спросил об этом отца, тот рассказал, что это его сестра. Выяснилось, что дочери клана Такару рождались с демонической силой. На протяжении многих поколений они заключали договор, по которому дочерей нужно было убивать сразу после рождения. Однако сила демона со временем возрастала, и теперь Киски стала совершенно бессмертной. Что бы ни делали, маленькая девочка не могла умереть. Однажды Киски сбежала и убила множество людей. Отец Такару тоже не смог спастись от расправы. Перед смертью он сказал Такару, что у него есть два варианта: либо он убьет свою сестру собственными руками, либо будет защищать ее. Столкнувшись с Киски, он решил защищать ее. Когда Такару очнулся, он был заключен в тюрьму вместе с Аукой. Она тоже хотела помочь ему нести часть его ноши, ведь он очень многим помог ей и другим. Позже председатель использовал свои связи, чтобы освободить их обоих.
Она также сообщила, что на Киски напала Вальхалла. Услышав это, Такару немедленно отправился на поиски сестры. Снаружи его ждали Усаги и остальные. Все они хотели помочь Такару спасти его сестру. Когда капитан расправился с последним из них, появился человек из Вальхаллы. Он был одним из предводителей Вальхаллы. Капитан велел другу Такару уйти первым и присмотреть за Киски, а сам остался, чтобы встретиться с этим человеком. В машине этот человек хотел сразу же убить Киски, потому что он ненавидел ведьм. Но когда он уже собирался выстрелить, Такару подоспел вовремя. Они продолжили прерванный бой. Человек непрерывно стрелял в Такару, который перепрыгивал с одного здания на другое, чтобы увернуться от пуль, а затем атаковал, раздробив пистолет противника на сотни кусочков. Он все еще хотел напасть, но тут появился Авка. Он ушел, пообещав, что Такару пожалеет, что не убил его, а затем спрыгнул с моста. После этого Такару попытался спасти Киски. Когда он выносил девочку из здания, он почувствовал всю ту боль, которую она испытала. Директор наблюдал за ними издалека, полагая, что сила Киски была лишь исполнением ее желаний. Директор не мог убить ее напрямую, поэтому, когда Такару почувствовал, что испытывает девочка, он надеялся, что Таку сможет справиться совсем сам. В этот момент снова появился Хаунтед. Он осторожно пронзил Таку в живот. Увидев, как Таку ранили прямо у нее на глазах, Кайки бессознательно высвободила свою силу. Она распространилась по всему городу, причинив огромный ущерб. Директор алхимической лаборатории пришла на встречу с директором. Ее звали Сузаку. Все это было частью их плана, и директору пришлось пожертвовать целым районом, чтобы продемонстрировать мощь биологического оружия. Затем он поспорил с Сузаку, сможет ли Такару убить свою сестру или нет. Хаунтед теперь хотел использовать Такару как приманку для Киски. Авка немедленно атаковал. Он вступил в бой с Хаунтедом, полностью подавив его. Воспользовавшись ситуацией, он даже ранил его в живот. Когда он уже собирался прикончить ее, Киски вдруг обрела силу. Не имея другого выхода, Авка был вынужден заключить с ней договор. После того, как протокол был подписан, Авка тоже облачился в доспехи. Призраки тоже приготовились к бою. Они сражались с ней не на жизнь, а на смерть. При первой же возможности Алка ударил ее кулаком в стену, затем схватил Такуру и вместе с остальными убежал. Затем им нужно было остановить Киски. И Круга считал, что чтобы усмирить девочку, нужно было постоянно убивать ее, пока она не успокоится. Из-за бессмертного тела плоть продолжала развиваться. Они не могли полностью уничтожить ее, пока не был разрушен мир. Убить Киски было невозможно. Как только девочка поняла, что никто больше не хочет ее убивать, ее сила стала сопротивляться смерти. Единственным, кто мог ее убить, был Такару. Потому что девочка хотела умереть от руки своего брата. Внезапно машина перевернулась. Плоть настигла их. Им ничего не оставалось, как справиться с этой плотью, насколько это было возможно. Они должны были продержаться до прибытия подкрепления. Что касается Такару, то Лапис лечила его раны, и когда он очнулся, ему все равно пришлось убить свою сестру. Все они не хотели, чтобы Такару взваливал на себя еще больше забот. Теперь их очередь разделить с ним часть его ноши. Все помогают друг другу. Алка использует свою последнюю каплю крови, чтобы превратиться в чудовище и броситься в бой. А внутри Такару винит себя за то, что в молодости принимал неверные решения, о которых теперь сожалеет. В этот момент появляется Лапис. Она говорит, что еще есть шанс. Она даст всю свою силу Такару, чтобы он смог осуществить свою мечту. В ответ Такару должен отдать все Лапе. Затем она снова спрашивает Такару, готов ли он отказаться от своей человеческой сущности, чтобы исполнить свое желание. Такару вспоминает все, что было у него с каждым из них. Затем Такару решает согласиться. Лапи целует Такару. Раздается объявление, что душа Таку захвачена. Активируется режим божественного охотника, и пора охотиться на ведьм. Алка, которая находится снаружи, сражается с монстрами разных видов. Она может продержаться всего 5 минут, в то время как число монстров растет с каждым днем. Мэри и все остальные больше не могут держаться. В этот момент из машины выходит Такару. Он использует атаку с замахом, чтобы расправиться с монстрами. Его боевая броня усовершенствована. Он говорит всем, чтобы они отдохнули, а он сам совсем разберется. Затем уходит. Такару принял тяжелое решение, что он должен убить свою сестру. Затем он отправился к Киске. Там его поджидал призрак.
Они начали сражаться. Призрак был очень рад видеть, как брат и сестра убивают друг друга. Но он не мог позволить Такару убить Кайки, потому что маленькая девочка все еще была ему нужна. Но на самом деле Такару совсем не хотел убивать Кайки. Когда он был маленьким, он жалел, что не смог убить Кайки. Именно это сожаление помогло ему выжить до сих пор. Но теперь, когда он прошел через все это вместе со своими товарищами, Такару уже все равно, о чем он будет сожалеть. Он будет продолжать жить со своими амбициями. Он никогда не откажется от своей сестры, своих товарищей или этой жизни. Призрак вонзает кинжал прямо в голову Такару, и его шлем разбивается вдребезги. Сила Киски тоже постепенно выходит из-под контроля и охватывает маленькую девочку. Времени осталось совсем немного. Такару использует всю свою силу, чтобы уничтожить призрака. Затем он бросается прямо в гущу сражения, чтобы найти Киски. В то время как маленькая девочка постепенно погружается в пучину отчаяния, чья-то рука вытягивает ее обратно. Это рука Такару. Они радостно обнимаются. Он не хочет, чтобы девочка страдала. Он попытается найти способ спасти ее. Битва окончена. Директор школы пришел к лидеру. Лидер предупреждает директора, что не стоит использовать Такару, чтобы история повторилась.